Привет, друзья! Мы в Дубае. Сегодня мы посещаем блокчейн 2024, блокчейн Live 2024, который проходит именно в Дубае, фестиваль Сити. Это 13-е уже мероприятие, которое проходит. Отрасль очень молодая. Мы здесь как представители именно компании, испанской компании, которая строит солнечные электростанции, автономный майнинг-центр. И сразу для вас инсайдерская информация, то, что мы услышали вчера на форуме от многих выступающих, что будущее вообще майнинга именно за независимость, за зеленой энергетикой, то есть майнинг-центр, который работает от солнечных подстанций и не берут энергию от сети. Потому что каждая страна, каждое государство в будущем будет очень жестко относиться к майнинг-центрам, которые потребляют большое количество энергии. Именно здесь, в Дубае, многие считают, что Дубай здесь такой майнинг-остров, в котором все возможно. К сожалению, нет. В Дубае уже есть проблемы с электричеством, и такая страна, как Испания, и те страны, в которых есть много солнца, это перспективные страны именно для майнинга и для строительства автономных майнинг-центров. Мы этим и занимаемся в Испании, так что, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь с нами, будет много интересного. Пойдем! Форум Blockchain Live 2024 прошел в Дубае 22-23 октября, привлекая более 10 тысяч участников из 120 стран, включая ведущих специалистов и предпринимателей в сфере криптовалют и блокчейна. Основные темы форума включали тренды децентрализованных финансов, NFT, а также обсуждение Web3 и потенциальных возможностей для инвестиций и развития. В рамках этого мероприятия участники могли узнать о последних инновациях и реальных применениях блокчейна, что подчеркивает статус Дубая как мирового центра технологий и криптовалют. Сюда приехали, чтобы решить проблему именно охлаждения майнинг-фермы, то есть гидроиммерсионное охлаждение. Те принципы, которые сейчас существуют, нам не совсем подходят, устраивают. Мы сейчас общаемся с коллегами из Китая, чтобы локализовать и сделать правильное решение, то есть выработать правильное решение именно для Испании. То есть есть тонкости, которых нет в других странах, и мы именно здесь за этим приехали. Помимо этого, мы уже провели ряд переговоров по токенизации наших солнечных электростанций. То есть те люди, которые хотят купить только часть станции, не могут позволить себе выплатить все сразу, будет доступна опция токенизации. То есть после токенизации вы можете купить определенную часть электростанции и, соответственно, вложиться в проект в совокупность. То есть несколько инвесторов строят одну станцию и затем получают прибыль в той последовательности, в той части, в которой они вложились, то есть пропорционально. Ну и также мы провели уже и заключили предварительные контракты на поставку майнинг оборудования с компанией Bitman и с компанией U-Miners, которые сзади нас. И мы будем иметь цены, фабричные цены в Испании, плюс налог, естественно, то, что нельзя обойти в Испании. То есть мы будем иметь эти цены в Испании и также продавать оборудование для наших клиентов. Так что не забывайте подписываться, оставаться на нашем канале, все новости будут здесь. Очень удобно, что на этом форуме посетители были обеспечены синхронным переводом. На входе можно было получить вот такие наушники, и текст сразу переводился, позволяя получать полную информацию. Благодаря отличной организации общение было максимально комфортным. На форуме в Дубае среди ведущих спикеров выделялся доктор Марван, генеральный директор Дубай Блокчейн Центр. Главным ведущим мероприятия был Эйнштейн Гьейта, юрист и спикер, известный в блокчейн-сообществе. В первый день форума Blockchain Live 2024 в Дубае выступало множество ключевых спикеров, включая представителей компании BitGet Грейси Чен. Грейси Чен – единственная женщина-директор крупной криптовалютной биржи. Она поделилась своим видением будущего криптовалют.
и децентрализации. Основная тема их выступлений касалась влияния блокчейн-технологий на экономику предстоящего булл-ран и важности инноваций для инвесторов. Эти обсуждения создали динамичную атмосферу на мероприятии и настроили участников на продуктивный обмен мнениями. But actually very few survive so far. I think one of the key principles, which I totally agree with Yasu and Daniel, is I think majority of the team during that moment is still trying to pick up more focus on the token and blockchain rather than the game quality. Также на этом форуме выступал создатель NotCoin Саша Платвинов. В своем выступлении он поднимал вопросы о будущем мемкоинов и отметил, что из 25 тысяч мемкоинов многие будут либо в красной, либо в зеленой зоне на рынке, подчеркивая важность грамотного подхода к выбору активов в это время. Такой анализ состояния рынка и обсуждение мемкоинов стали важной частью его речи. В рамках данного форума были представлены важные проблемы и решения, касающиеся охлаждения ASIC-майнеров с использованием иммерсионной жидкости и гидроохлаждения. В жарком климате, таком как в Арабских Эмиратах, Испании и Африке, использование воздушного охлаждения становится крайне неэффективным, поэтому основной акцент форума сделан на гидроохлаждении, который позволяет оптимизировать работу майнеров, обеспечивая их надежность и эффективность даже в самых экстремальных условиях. Это решение помогает значительно повысить производительность и срок службы оборудования. Yeah, for Bitmain it's 19 or 16. How many kilowatts? How many devices? Including the device, and this 40 kilowatts. Including everything. 40? Yeah, including miner and everything. Because each miner is 300. Посещение таких экспозиций на международных выставках открывает массу возможностей. Это не только шанс для установления полезных связей и новых знакомств, но и уникальная возможность познакомиться с новейшими технологиями и оборудованием. Здесь можно обсудить насущные проблемы и задачи, которые производители смогут учесть при создании новых решений в будущем. Small coils, and then the fan blows. This is water or any liquid? So this is only for hydro machines. Okay. So this is like, for instance, Lobux miner for this, and then we also have an immersion system that will ambient up to 50 degrees C. This is already because we run a lot of machines in Texas, so we're used to very. And your badges are on the screen to join. Don't miss your shot. Trading ends today at 7 p.m. На форуме Blockchain Live 2024 в Дубае выступления многих экспертов и блогеров затрагивали актуальные вопросы инвестирования в криптовалюту, в том числе и биткоин. Основной вывод, который можно сделать, это необходимость осторожного подхода к инвестициям. Многие спикеры акцентировали внимание на волатильности крипторынка и рекомендовали диверсификацию портфелей как способ снизить риски. Part of this huge project, which is not going to stop ever, and that's Bitcoin. Среди обсуждаемых тем были стратегии долгосрочного инвестирования и активного трейдинга, а также важность анализа текущих трендов и изменений в законодательстве. Однако ни одно из выступлений не призывало к спонтанным действиям или паническим покупкам. В основном акцент делался на том, что рынок криптовалют требует внимательности, знаний и подготовки. Так, сейчас мы готовимся делать фото. Dear participants of Blockchain Live 2024.
Кстати, друзья, всем известно, что майнинг оборудование это, грубо говоря, для простого человека обычный компьютер. И мы сейчас проводим переговоры именно по оптимизации прошивок, именно под испанский климат, под ту работу, которую устраивает нас, работа от солнечных батарей и от аккумуляторных станций. То есть мы будем на своих майнерах всех перепрошивать прошивку именно под наши проблемы, которые мы уже столкнулись, эксплуатируя летом и этой осенью оборудование. И, в принципе, все пошли навстречу. Тут 3 компании, которые занимаются прошивками. Китайская компания, есть компания из Москвы, есть также украинская компания. То есть мы со всеми уже переговорили, и в дальнейшем мы будем все наши майнеры перепрошивать, что даст нам увеличение прибыли порядка до 20% именно для испанского климата. Все знают, что те майнеры, которые выпускаются, это средние по рынку, заглушенные, то есть сделаны условно под среднюю широту Африки, то есть в те места, где сейчас основные майнинг-центры. И увеличив определенные тонкости, проведя определенные настройки, эти майнеры будут более эффективно работать именно в Испании. Основатель Tron Джастин Сан недавно стал премьер-министром микрогосударства Либерленд, территории между Сербией и Хорватией, которая организует управление на основе блокчейна. В Либерленде планируют полностью перенести процессы гражданства, выборов и другие государственные функции в цифровое пространство, что станет моделью для изучения, сможет ли блокчейн стать основой для управления в других странах. Те, кто пользуется биржами криптовалют, покупают будущее именно за децентрализованными, это уже несколько раз повторили тоже на форуме, и такие крупные фирмы, которые постоянно закрывают вам аккаунты, которые регулярно блокируют ваши карты, это уже в ближайший год отойдет в прошлое, и сейчас абсолютно другие технологии, которые не подвержены влиянию ни государства, ни человека, то есть это абсолютно блокчейн-процесс, который невозможно изменить никому. А я хочу сказать, что в Китае очень красивые вещи разные, красивые сувениры. И сувениры, приносящие счастье, благополучие, достаток. Нам все время дарят здесь красоту всякую. Это маленькое лирическое отступление. Кстати, очень хорошее место. Помимо строительства и закупки оборудования, важную роль играют эксплуатационные расходы и запасные части. Мы уже ведем переговоры с поставщиками комплектующих и скоро откроем в Испании мастерскую для ремонта ASIC-майнеров. Создание такой мастерской поможет сократить время ремонта и снизить затраты на логистику, так как оборудование будет обслуживаться непосредственно на территории Европы. На данный момент лишь 3,6% населения активно используют блокчейн и криптовалюты, что подчеркивает молодость этой отрасли и ее огромный потенциал для роста в ближайшие годы. Мы посетили этот форум, узнали много нового и делимся с вами важными инсайтами. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех событий.